Добрый день! Сегодня я расскажу вам об имитаторе опорной нагрузки модели Corvit. Данный прибор пришел к нам из космической отрасли. Во время исследований было замечено, что отсутствие опорной нагрузки при длительном нахождении в космосе отрицательно влияет не только на состояние опорно-двигательного аппарата, на мышцы, связки и на структуру костной ткани, но также отрицательно влияет на состояние нервной системы. Поэтому с целью медобеспечения длительных полетов, с профилактической целью для нервной системы и для реабилитации космонавтов по возвращении на Землю был разработан этот прибор. Мощный афферентный поток от наших стоп, который запускается во время применения прибора, подает сигналы в головной мозг именно в те центры, которые и отвечают за движение. Таким образом, мы сохраняем связь головной мозг-стопа. Данный принцип нейропластичности, когда мы сохраняем и восстанавливаем связи, стал применяться и в медицине на Земле. Имитатор опорной нагрузки Corvit можно применять и для детей, причем не только для тех, у кого ярко выражена спастика и повышен мышечный тонус, но также для тех, у кого он понижен. Сюда включаются любые нарушения моторного развития, генетические заболевания и детский церебральный паралич. Применять можно уже с 6 месяцев. Если ребенок хорошо сидит, готов вставать или начинает ползать, мы уже можем использовать прибор. Важно регулировать нагрузку. Как правило, у детей до года максимальное время процедуры 7 минут, режим бег 30 килопаскаль. У более взрослых детей мы можем использовать Corvit в положении лежа, сидя с опорой, причем с устойчивой и неустойчивой. Неустойчивые опоры могут быть колени мамы или мячик. У детей с церебральным параличом старше 6 лет с выраженным двигательным нарушением мы используем Corvit больше для профилактики нарушений со стороны нижних конечностей. Мы сохраняем кровоток, способность опоры стопы и подвижность всех суставов голеностопа. Это профилактирует деформацию стопы и уменьшает количество детей, нуждающихся в дальнейшем в оперативном вмешательстве. У взрослых наиболее часто используется после инсульта, причем на всех 3 этапах реабилитации, начиная с палаты реанимации и интенсивной терапии. Было отмечено, что если применять Corvit в комплексном лечении, то процедура вертикализации происходит быстрее и эффективнее, время восстановления пациента сокращается на 30%. Уменьшается спастичность на 1-2 балла, сохраняется и восстанавливается мышечная сила в параличной конечности, что также способствует более быстрому восстановлению. А у пациентов с переломами нижних конечностей было отмечено более раннее формирование костной мозоли, соответственно, нахождение на госпитализации тоже сокращается. Информацию по методическим рекомендациям, научным статьям и работам можно будет посмотреть по ссылке под этим видео.